ты об этом еще не знаешь. Но ты досмотришь это видео. Так, что тут? Письмо от анонимного доброжелателя. Санитару конфиденциально. Посмотрим. Этим письмом сообщаю вам о том, что два младших ненаучных сотрудника Министерства транспорта, известные в узких кругах как Арчи и Анимешник, в резкой и извращенной форме отзывались про ваше исследование. После чего Анимешник нарисовал на заборе свое исследование в виде фаллического символа и сказал, что оно лучше отображает суть вопроса. Понятно, разберемся. Приветствую подписчиков и гостей канала. В этом видео я разберу несколько тем. Разбор критических комментариев, организация въезда-выезда на большую таможню, с какой таможни лучше стартовать, целесообразность буферных складов для строительных контор, механика трудовых мигрантов, буферные остановки, механика новой таможни, актуальность оптимизации движения, запуск малого колхоза за 2 месяца и еще пару мелких, но не менее интересных вопросов. Достаточно много комментариев было под первой частью 3 главы. Я очень признательный за одобряющие и теплые комментарии. После 7 месяцев работы над первой частью я был в предвкушении именно таких комментариев. Но, разумеется, и критику я ожидал. Вы все говно! Собственно, она и стала точкой кристаллизации этого видео. Мы говно! Несколько зрителей задались вопросом, кому это нужно, кому интересно, зачем потрачена куча времени и так далее. Поэтому следует прежде всего пояснить по поводу всего цикла видео математики республики. Год назад, когда я заканчивал запись первой публичной республики, хроники республики, у меня появилась идея новой республики. Я придумал карту, лор этой республики и особые условия. Но при этом, исходя из профессионального опыта, было понятно, что я не смогу реализовать качественно этот проект без досконального знания и понимания механики процессов в этой игре. Поэтому я решил по-быстрому провести тесты. А в качестве полезного побочного продукта получился видеоматериал про эти исследования. Поэтому все, что входит в цикл «Математика республики», во-первых, нужно и полезно в первую очередь мне. Во-вторых, эти видео являются исследованием, а не гайдом. И в-третьих, не нужно переживать за то время, которое я потратил на создание этих видео. Потому что я его не потратил, а обменял на дополнительные умения, знания и опыт в работе с различным программным обеспечением, которое использовалось для их создания. Далее, товарищ Арчи предъявил претензию, что я не сделал самый главный вывод, которого ждали десятки, сотни, а может и тысячи зрителей. Про то, что нужно начинать старт от малой таможни. Для меня это была довольно странная претензия. Во-первых, почему я должен был делать этот вывод в серии, которая не относится к теме старта? Тема была про импорт-экспорт и ее оптимизацию, причем только автомобильным транспортом, причем с упором на экспорт, причем в больших объемах. К старту республики от какой-то конкретной таможни это вообще никакого отношения не имеет. И далее по ходу повествования я поясню почему. Во-вторых, лично я, начиная новые республики, выбирал изначальное место строительства, исходя из 2 факторов – топография и залежи полезных ископаемых. И какая ближайшая таможня там была, то и пользовался. Но все же, раз такой вопрос стоит, то почему бы на него не дать утвердительный ответ, основанный, разумеется, на конкретных замерах? Тем более, что товарищ Арчи утверждает, что старт от малой таможни на 30% более эффективен, чем от других таможенных пунктов. Но есть еще один фигурант этого запутанного дела – анимешник. Он в комментариях под своим видео, на своем канале, разумеется, пишет: «Я смотрел там бред, досмотрел, какой же это бред». Это залет. И наваливает аргументы. Оказывается, я в самом начале сделал критическую ошибку, которая якобы ставит крест на всем исследовании. Суть ее в том, по какой дороге машина приедет, на какой слот встанет и по какой дороге уедет. Разумеется, в контексте большой таможни, насколько я понимаю. Из этого, по его мнению, все последующие расчеты не имеют смысла. И он сделал проще в своем тесте, а тестить он умеет. Вот пример одного из его тестов. Секунда реального времени соответствует минуте времени игрового. Соответственно, за час игрового времени таким образом пройдет 60 наших секунд, то есть 1 наша минута, а игровой день длится 60 игровых часов, соответственно, пройдет, чего там, 1 час, да?
Кто не понял и не в курсе, я разобрал детально время и скорость в этих видео. Так вот, что касаемо его теста попроще. Мастерски закрыв пол экрана диалоговыми окнами и в волю налетавшись по карте как фанера над Парижем, он отправил самосвалы и начал таскать гравий с таможни. При этом нужно учесть, что тестирует он, с какой таможни лучше стартовать. Он это сказал через рот в начале видео. В то же время в своем же комментарии он описывает процессы, какие происходят на таможне при старте. То есть он в какой-то момент полностью запутался, что и для чего он тестирует, и как интерпретировать полученные данные. Что ж, следует разобраться в этом бардаке, кто в кого въезжает, по какой дороге и на сколько процентов. Почему мое исследование не имеет никакого отношения к старту республики? Потому что я тестировал потоковый, полнотоннажный экспорт и импорт за компанию. Можно заменить более понятным словосочетанием экспорт и импорт оптом. А на старте республики кто-то приедет за полным кузовом гравия, а кто-то за парой кирпичей. Плюс пассажирский транспорт и все остальное. То есть это не что иное, как розничный импорт. Это как отличие оптовой базы и обычного супермаркета. И то, и другое объекты торговли, но процессы там происходят разные. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, какой таможне лучше стартовать, тест должен выглядеть как старт республики. Л. Логика. И такой тест у меня есть. Но прежде чем перейти к нему, сначала нужно разобраться с въездами на большую таможню. Есть ли там разница между ними и на что она по факту влияет и в каких случаях? Да, действительно, разница во времени въезда на разные ячейки, разумеется, есть. Но она составляет десятые доли секунды между ячейками. А сумма времени въезда с подъездных дорог различается на 1 секунду. Учел ли я это? Разумеется, да. Если открыть таблицу, которую я выложил в секретном месте, о котором могут знать не только лишь все, то во вкладке «Испытания» есть таблица замеров въезда и выезда. И там, кроме фактических точных показателей, которые получены на раскадровке записи, указаны рабочие, округленные к большему показателю. Потому как нет никакого смысла и возможности оперировать десятичными значениями в этой игре. И в показанном примере значение округлилось бы до 9 секунд. Кроме того, в вычислениях показателей интервалов и колонн учтен еще один момент. Он показан вот этим синим квадратиком. Это время простое, суть его следующая. Автомобиль после загрузки или выгрузки на таможне может начать движение сразу, а может задержаться ровно на 1 секунду. Связано это, скорее всего, с игровыми тиками, то есть таймером выполнения функции. И третий момент. Все 5 ячеек будут использоваться только при импорте навалочных грузов и панелей, а при экспорте туда вообще никто не попадает. И разница сумм времени въезда в первые 3 ячейки с первой и второй подъездной дороги вообще будет равна нулю. В итоге эта критическая ошибка, о которой пишет анимешник, никак не влияет на полученные данные в частности и все исследование в целом. Ты меня понял? Когда хочется раскритиковать, но аргументов достойных нет, тогда в ход идет палец, из которого они высасываются. Далее, конкретно по подъездным дорогам, а именно где лучше делать въезд. В случае одной двухполосной дороги средний подъезд справляется быстрее остальных. Но с оговоркой, что разница всего лишь 1,5–2%. И это при импорте. А вот при экспорте быстрее остальных будет первый подъезд. С такой же несущественной разницей со средним. А если сымитировать импорт на старте, дав грузовикам задание грузить 50%, то в этом случае разница на уровне статистической погрешности. В вариантах 2 двухсторонние на въезд, 1 на выезд. Во-первых, обнаружился момент со смещением стоп-линии, если сделать дорогу односторонней. А в целом по результату можно сказать, что разницы особой между ними нет. С вариантом одной дороги тоже различия несущественные. Тесты эти, как видно, проведены еще на старой таможне. Поэтому к этому моменту я еще вернусь, когда буду разбирать новую, а точнее условно новую таможню. И теперь, собственно, можно перейти к вопросу, от какой таможни лучше стартовать, и не только это. Тест будет проходить на этом стенде номер 3, на котором размещены большая, средняя и малая таможни. В строительных конторах по 24 единицы техники и заправщик. Задача построить одинаковые объекты. Старт 1 января. Через 231 день строительство завершается на малой таможне. На 242 день на средней.
и на 262 на большой. Разница между малой и большой 31 день или 12%. Разумеется, этот тест не был единичным по правилам проведения тестов. Я провел такое же испытание на стенде номер 2. Здесь строительство длилось 306 дней, на средней 307 на малой и 336 на большой. Разница между малой и большой 9%. И тест на стенде номер 1. Здесь я тест провел трижды. Объекты были попроще, поэтому в первом варианте строительство длилось 98 дней, на средней 101 день на малой и 109 дней на большой. Разница между малой и большой 8%. Во втором варианте на средней и малой тройка закончилась в один день, а спустя 2 дня и на большой. Разница в 2%. И в третьем варианте строительство закончилось с разницей 8% между малой и большой. Собственно, как видно из теста, во-первых, 30% разница не подтверждается. Во-вторых, так как не наблюдается постоянной и четкой разницы между таможнями в процентах, имеющуюся разницу вообще не следует измерять в процентах. Это скорее накопительный сдвиг сроков. И вопрос здесь стоял, собственно, не в том, чтобы опровергнуть утверждение Арчи, а непосредственно в том, чтобы разобраться, какая она, эта разница, на самом деле и почему. Так как на старте импорт розничный, то важен не объем груза, а количество транспортных средств, прошедших таможню за единицу времени. Если взять время въезда и выезда, то в процентном соотношении как раз малая таможня должна показывать эти 30-35% превосходства над большой. И разбираясь с этим вопросом, я определил 3 фактора, которые приводят к такому результату. Фактор первый – ограниченный поток. Он заключается в том, что на старте доступно 28 единиц техники в 7 временных строительных конторах. Плюс заправщик и может быть кто-то еще. Причем часть этой техники никогда на таможню не поедет. Фактор второй – великий уравнитель. Это не что иное, как этапы строительства. Благодаря им на таможне будут периоды, когда перед ней собирается очередь, когда таможня полностью пустая и когда на таможню ездят только автобусы. Эти периоды будут циклически сменять друг друга. Это и уравнивает разницу сроков строительства на разных таможнях. И третий, самый важный фактор – великий дестабилизатор. Им являются трудовые мигранты. На них следует остановиться подробнее. Как известно из этого дополнения к 2 главе, где я тестировал трудовых мигрантов, их время ожидания, указанное как 12 часов, равно фактическим 540 секундам. Я провел тест, в котором измерил спавн людей на таможне. Спавнятся трудовые мигранты на таможне каждые 20 секунд. Причем этот таймер не сбивается погрузкой людей в автобус. И он отдельный для каждой таможни. По какой-то неизвестной мне причине разработчик функцию спавна прикрутил генератор случайных чисел. После того, как автобус забирает людей, следующий спавн будет от 6 до 8 человек. Все последующие от 0 до 8. Отсюда следует 2 вывода. Первый. Максимальное количество трудовых мигрантов, которое может набраться на таможне, равно 216 человек. Но такое количество может быть только если рандомайзер заклинит, и он будет выдавать только 8. Второй. Так как все генераторы случайных чисел выдают не совсем случайные числа, то общее количество трудовых мигрантов может существенно отличаться на таможнях. Вот на этом стенде я это и продемонстрирую. А также выясню перерасход людей при использовании автобусов на 52 пассажира в сравнении с маршрутками на 7 пассажиров. На стенде расположены 3 средние таможни. Слева одна строительная контора на 24 единицы техники с большими автобусами. По центру 3 строительных конторы с таким же набором техники, но автобусы самые маленькие. И справа 4 строительные конторы с маленькими автобусами. На этой таможне я буду вручную отправлять людей на стройку. Людей с таможни каждые 2 минуты будет забирать автобус и отвозить их на буферную остановку. Эти остановки связаны между собой тротуаром и в задании, куда ходить, указаны между собой. Трудовые мигранты будут кружиться в этой карусели, пока их не заберет автобус на работу или их жизненный цикл не закончится. В качестве объектов строительства дороги и тротуары различной длины. Дело в том, что при строительстве дорог люди необходимы только на 4-м этапе установки стальных конструкций.
Предыдущие 3 этапа могут пройти без участия людей при наличии соответствующей техники, за исключением дорог и тротуаров длиной менее 10 метров. Тогда все этапы выполняют рабочие. Но строительная контора будет все равно возить людей на все этапы, и запретить это никак нельзя. Строительство длилось год, и первым завершила его таможня СТ-2 5 января. 29 января завершилось строительство на таможне СТ-3, где я отправлял людей только на 4-й этап вручную. И 1 марта закончил строительство таможня СТ-1. Теперь я перегоняю всех оставшихся людей на одну автостанцию, чтобы увидеть их количество, так как минимум половина всегда находится в бегах между автостанциями. И получается, что строительная контора с большими автобусами израсходовала минимум на 1500 больше людей, чем контора с малыми автобусами. Но к тому же еще и закончила строительство на месяц позже таможни СТ-1. И такой перерасход – это не только выброшенные на ветер деньги, но еще и нехватка людей на этих этапах, где без них не обойтись. И все это приводит как раз к тому временному сдвигу в сроках строительства. Теперь нужно вернуться снова на стенд номер 3, где я проведу вторую очередь строительства. Что за объекты были построены в первом этапе? Весь этот комплекс я называю стройтрест. Он содержит буферные хранилища для стали, панелей, кирпичей, досок. Склад для электро- и механических деталей. Хранилище гравия с погрузочно-разгрузочными станциями. Снабжение для наполнения этих складов. Техслужбу с мусоровозом и гомновозкой. Автопарк с автобусом, который будет привозить людей на буферную остановку. Бетонные и асфальтные заводы. Пожарная часть и заправка. То есть все, что нужно строительным конторам, они будут брать здесь. Также сделаны 2 строительные конторы исключительно с автобусами. Маленькие для строительства дорог и тротуаров, большие все остальное. То есть я собираюсь расширить тест и узнать, есть ли смысл от этого объекта. Тем более, что все его рекомендуют делать, но чаще всего ограничиваясь только складами и хранилищами. Первый тест я сделаю без использования этой структуры. Строительные конторы все будут брать с таможни. Первой заканчивает малая таможня на 307 день. Далее идет средняя 326 дней и большая 396. Второй вариант теста уже с использованием стройтреста. 15 дней я даю на наполнение складов и буферной остановки, а затем запускаю строительство. Первой заканчивает строительство средняя таможня 314 дней. Малая и большая заканчивают с разницей в 1 день, 321 и 322 дня, соответственно. И третий вариант теста. Здесь я на наполнение складов и хранилищ уже отдаю месяц. Первой заканчивает малая таможня 306 дней, потом средняя 362 дня и большая 405 дней. Кроме этого, такой же тест был проведен на стенде номер 2, но его пришлось прервать, так как вода, которая есть в этом стенде, увеличивает размер файла в 15 раз, из-за чего дисковое пространство резко закончилось. А вот на стенде номер 1 я провел эти испытания успешно. Стройтрест здесь был в упрощенном виде, только склады и хранилища, без бетонного и асфальтного заводов, а также отсутствовал буфер людей. Маршрутки доставляли людей только на пожарную часть. Для большой таможни я установил выделенную дорогу для этого. В первом этапе строительства сёстаможни первой справилась строительная контора от средней таможни за 220 дней. Далее от малой за 223 дня. И от большой за 267 дней. На втором этапе задействованы буферные склады и хранилища. Склады предварительно не наполнялись. От средней таможни 209 дней, от малой 225 и от большой таможни 253 дня. И третий проверочный этап. Здесь я также добавил выделенную дорогу на средней таможне. Близко расположенный перекресток – это то же самое, что и 3 подъездные дороги. Выделенный пассажирский поток заметно улучшает снабжение критических предприятий людьми. Итог испытания примерно в те же сроки, что и предыдущие. Строительная контора от средней таможни справилась за 224 дня, от малой за 232 дня и от большой за 242 дня. Что ж, уже можно делать выводы, или может быть я что-то не учел. Китя еще не готова, надо
Надо подождать, еще не готово, Китя. Я вернулся на стенд номер 3 и модернизировал его в стенд номер 4. С помощью вот такой спирали от комаров я отодвинул строительные конторы на расстоянии 2,5 километра от таможни. Я подумал, что тесты не будут полными, если не учесть расстояние. Ведь не обязательно стартовые объекты должны быть возле таможни. Первая очередь строительства будет идти, как и прежде, от всех видов таможенных пунктов. Объекты строительства те же, набор техники почти тот же. Длительность строительства, разумеется, увеличилась почти вдвое по сравнению со стендом номер 3 и составила более 2 игровых лет. Первой завершает строительство строительная контора от малой таможни за 789 дней. Далее с отрывом в 1 месяц. От средней таможни 819 дней. И от большой таможни строительство заканчивается на 829 день. Разница в процентах еще больше сократилась и приблизилась к уровню статистической погрешности. На втором этапе я заменил большую и малую таможни на средние, так как тест больше не касается разницы между ними. Строительные конторы на правой таможне будут брать все с таможни. Техника, которая была в снабжении, перемещена в дополнительную строительную контору. Строительные конторы центральной части стенда будут все брать со стройтреста, кроме людей. Люди с таможни. Самосвалы со строительных контор в начальном этапе будут помогать снабжению наполнять хранилище. Автобус будет доставлять людей только для работы пожарной части бетонного и асфальтного заводов. И в левой части стенда все будет со стройтреста. И здесь также самосвалы строительных контор будут помогать снабжению в начальном этапе. Автобусы будут доставлять людей в буфер с интервалом в 2 минуты. Строительство также более длительное из-за дороги в 2,5 километра. Первой завершает строительство центральная строительная контора, которая брала людей с таможни за 462 дня. На 501 день заканчивает строительство правая строительная контора, которая брала все с таможни. И на 530 день левая строительная контора, которая все брала со стройтреста. Результат указывает на то, что влияние наемных рабочих на итог теста огромен, поэтому я решил убрать этот фактор из уравнения. Трудовых мигрантов я заменю на обычных граждан с избытком, чтобы исключить фактор недостачи людей полностью. Повторяю тест. Ничего не меняя, за исключением того, что людей автобусы будут забирать с остановки возле таможни. Первой заканчивает строительная контора «Стройтрест» за 284 дня. Следующая строительная контора «Люди с таможни» за 378 дней. И последняя «Все с таможни» 429 дней. И вот теперь уже можно сделать выводы из всех этих тестов, которые длились в общей сложности 13 игровых лет. Вывод номер 1. Никакого существенного прироста в сроках строительства от выбора той или иной таможни на старте нет. Ни о какой 30% разнице речи идти не может. Несмотря на то, что товарищ Арчи уверял, что он шарит в этой теме. И провел соответствующий тест длительностью аж целых 8 месяцев. Тут два варианта. Либо теста никакого не было, либо его наставником в проведении тестов был анимешник. Хотя, исходя из этого комментария Арчи, суть его арифметики ясен. Ну и собственно абсолютно ошибочен. Потому что 3 раза по 100 меньше 3 раз по 110 на 9%, а не на 30%. И этот вопрос можно полностью закрыть. Хотя нет. Тесты же были проведены еще до обновления таможни. Значит, я к этому вернусь после разбора обновленной таможни. Вывод номер 2. Никакого преимущества от строительства буферных складов возле таможни нет. Многие так делали, и я в том числе через раз. Но как показывают тесты, трудовые мигранты обнуляют этот прием оптимизации. А если это будут бесплатные хранилища, то это вообще приведет к отрицательному результату. Но если трудовые ресурсы граждане, то, разумеется, эта структура, особенно в полном исполнении, даст определенный прирост и уменьшит сроки строительства. Вывод номер 3. Буфер людей с трудовыми мигрантами почти не работает, потому что он требует определенного уровня накачки. А таможня его обеспечить не может. Но вот с гражданами он работает отлично. Вывод номер 4. В строительных конторах на работы по строительству дорог и тротуаров следует подключать самые малые автобусы и в ограниченном количестве, чтобы они не расходовали зазря в больших количествах трудовые ресурсы.
К сожалению, полностью убрать автобусы нельзя, так как люди нужны на участках дорог менее 10 метров, на всех этапах строительства. А управлять этим процессом вручную очень утомительно и малоэффективно. И перед тем, как перейти к рассмотрению обновленной таможни, покажу два очень коротких теста по просьбе из комментариев. Первый тест показывает, что экскаватор хоть и может выполнять строительство дорог, но он сильно уступает в этом бульдозеру, несмотря на уровень эффективности. Что является логичным и реалистичным, так как задача экскаватора рыть котлованы, а не дороги равнять. Тест второй. Показатель эффективности автокранов и башенных кранов одинаковый. Два автокрана с эффективностью 26 равны по производительности башенному крану с эффективностью 50. Не следует путать с эффективностью строительства в целом, так как в две ячейки может стать два башенных крана, что в сумме будет вдвое больше, чем два автокрана, разумеется. Я наивно полагал, что разработчик переосмыслил функционирование таможенных пунктов и собирается сделать абсолютно новые таможни. Но по факту оказалось, что он, разработчик, пошел по пути наименьшего сопротивления. Попросту говоря, схалтурил. Итак, что изменилось? Во-первых, изменения функционально коснулись только большой таможни. Во-вторых, разработчик убрал вот эту красную область, которая из себя представляет одностороннюю дорогу с реверсным режимом движения. Теперь эта область с неопределенным режимом движения, на котором не действует коллизия транспортных средств, и они могут пенетрировать друг друга при определенных условиях, без всяких обязательств. И третье – это разворот и выезд. Сразу определю проблему с разворотом. Во-первых, при интенсивном трафике там может наблюдаться тянучка. Во-вторых, при въезде на разворот, если у транспортного средства на этом участке закончится бензин или произойдет поломка, то это наглухо заблокирует таможню. И разумеется, выезд с таможни теперь следует организовывать через третью подъездную дорогу. Иначе транспорт, въезжающий на пятую ячейку, может тормозиться встречным потоком. Как эти изменения повлияли на показатели таможни? Так движение выглядело раньше на примере экспорта КАМАЗа в 17 тонн груза. Теперь время выезда становится нулевое, но время въезда остается прежним и имеет либо ступенчатый вид с интервалом в 2 секунды, если въезд 1, либо выглядит вот так, если въездов подключено 3. Причем разницы между ними по фактическим показателям нет. Также теперь нет преград для заполнения всех ячеек, что приводит к тому, что в данном примере объем экспорта возрастает в 3,45 раза. Так что же мне не нравится? Здесь мне стоит ввести такое понятие, как недостижимый максимум по экспорту и импорту. Что это такое, объясню на примере экспорта, так как там у всех грузов одинаковая скорость выгрузки. Если взять только сам процесс выгрузки без времени въезда, выезда и простоя, то получится, что фактически недостижимый максимум экспорта на большой таможне будет равен 300 тонн за игровые сутки, 1 тонна в секунду, помноженная на 60 секунд и на 5 ячеек. Для средней таможни этот показатель равен 180 и 120 для малой соответственно. Так вот, раньше большая таможня работала на 17% от этого уровня при экспорте. Сейчас она может выдать 59% от недостижимого максимума. 40% остается неиспользованными. Если бы разработчик спросил у меня, как должна выглядеть новая таможня, то я бы ему передал вот этот чертеж. Конструкция простая как тапочки. 5 ячеек по 30 метров со сквозным въездом-выездом для каждой ячейки. И стоп-линия возле ячейки, что важно. Все, я думаю, у игроков хватило бы ума свести эти выезды-въезды как им нужно. Такая организация позволила бы максимально приблизиться к уровню недостижимого максимума и выдала бы минимум 94% от его уровня. Но это все если бы да кабы. А значит, мне есть где разгуляться и применить инструменты интервалов и особенно колонн, показанные в прошлой серии. И они не только не утратили своей актуальности, но и приобрели особое значение. Хочу отдельно сказать по поводу этих инструментов, показанных в прошлом видео. Как и любой инструмент, прежде чем им начать пользоваться, его для начала нужно изучить и понять, где и как применять. А уже после этого с чем-то сравнивать и давать оценку.
Но к этому я еще вернусь позже. Так вот, теперь прежде всего из-за отсутствия реверсного выезда можно эффективно применить режим колонны. 5 выездов, причем здесь уже не нужно точно их выстраивать. В данном примере они стоят на расстоянии 3 клеток, то есть 30 метров. Но можно и 20 и 40 сделать, даже 10 можно попробовать. Одинаковые настройки всех светофоров для 17-тонных грузовиков, 5 зеленый, 17 красный. И в итоге получается прирост в 1,3 раза, что соответствует 77% от недостижимого максимума. Если ранее я определял для автомобильного транспорта складские товары в контейнерах как наиболее подходящую категорию экспорта, о чем, кстати, многие комментаторы прослушали, потому что смотрят кусками, а потом пишут про поезда и пароходы в комментариях к серии про автотранспорт, то сейчас на большую таможню можно смело отправлять и промтовары. Более того, новая механика позволяет встраивать в колонну практически любой тип транспорта, с любой грузоподъемностью, в том числе и автобусы за туристами, мусоровозы, говновозы и прочее. Причем в смешанном виде и на экспорт, и на импорт. То есть вариативность использования этого инструмента достаточно широкая, и он может решать различные задачи. Кроме того, не стоит забывать, что теперь малая и средняя таможни сильно уступает большой в крупнотоннажном экспорте и импорте, и только методы оптимизации могут улучшить ситуацию. Либо комбинация C, H плюс E, включить редактор карты, удалить таможню, поставить большую. Если кто-то не понимает, как пользоваться микроскопом и для чего он вообще нужен, то это не проблема микроскопа. Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? В попу? Таким образом, первая часть 3 главы не только не утратила свою актуальность, но и приобрела дополнительное значение, как минимум для меня. И, возможно, я не один такой. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки. Теперь, после разбора обновленной таможни, следовало бы ответить на отложенный вопрос по поводу старта республики, но с новой таможней. Я загрузил начальное сохранение 3-го стенда и, ничего не меняя, запустил тест первой очереди строительства. Первой завершила строительство строительная контора от малой таможни за 225 дней. Спустя 2 дня завершилось строительство от большой таможни. И еще спустя 9 дней от средней таможни. Следовательно, если раньше разница была несущественной, то теперь Вообще похую. от какой таможни стартовать. Но при этом нужно учесть перспективу развития, ведь следующий этап будет развитие железной дороги. А в этом случае малая таможня отпадает полностью, а средняя таможня, насколько она уступает большой таможне по фактическому показателю импорта и экспорта для ЖД. Если есть соображения по этому поводу, комментарии открыты. А точный ответ будет озвучен уже в следующем видео, где я буду исследовать этот вопрос. Далее я хочу затронуть тему применения всего того, о чем было сказано в первой части 3 главы. Как выглядит график импорта и экспорта на протяжении всего существования республики? В начальной точке отсчета появляется линия, которая принимает примерно вот такую форму. Это не что иное, как импорт. Эту общую линию импорта можно разложить на составляющие. Гравий, доски, кирпичи, панели, сталь и все прочее по мелочи. В какой-то момент с растущей линии начнут происходить вот такие метаморфозы. Что это за зубы? Это не что иное, как начало производства гравия, досок, кирпичей, панелей и так далее. И при достижении уровня развития, когда будут производиться и добываться все товары и ресурсы, эта линия снова придет к нулевому значению. Этот Рубикон можно обозначить как условно пройденная игра. Немногие добирались до него. Я, например, ни разу туда не доходил. А еще меньше руководителей республик переступали через него. Теперь линия экспорта. Она как раз начинается в момент появления этих зубов. Первыми пойдут на экспорт излишки производства. И условно она будет выглядеть вот так. Где на этом графике место применения моей оптимизации в виде интервалов и колонн для импорта и экспорта? Для импорта применение оптимизации вообще не требуется. Если только, во-первых, не затянуто начало производства наиболее объемных статей импорта, гравий, панели, кирпичи, доски. И второй вариант – это искусственно созданный внутренний дефицит. Например, лором республики, то есть ее предысторией, которую игрок может сам себе выдумать.
и у него не будет каких-то ресурсов, угля или нефти, или земля неплодородная. Но это частности, поэтому я и делал основной упор именно на вопросе экспорта. А импорт рассматривался для общего и лучшего понимания процессов на таможне. Но без него исследование было бы неполным. Для экспорта же применение оптимизации становится актуальным после достижения предельного уровня фактического экспорта на таможне. И сейчас он значительно повысился для автотранспорта. То есть, во-первых, это далеко не старт игры, как некоторые ошибочно подумали, что я предлагаю на старте использовать оптимизацию. В этом вообще нет никакой необходимости. Но тогда резонно замечание по поводу все тех же паровозов и пароходов, что к тому моменту, как наберется излишек, превышающий пропускную способность таможни, уже и ЖД построится, и зачем тогда эти колонны с интервалами? И здесь есть три фактора, которые определяют ответ. Это все та же фактическая скорость экспорта уже для ЖД и флота. И второй фактор – это экономическая и логистическая целесообразность. На все три фактора у меня, разумеется, есть соображения. На окончательный ответ я все же дам уже в следующем видео, когда у меня будут все данные по ЖД и флоту. Иначе можно попасть в просак. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? И последняя тема на сегодня. Суть ее в вызове, который мне забросил товарищ Арчи. Смогу ли я построить малый совхоз за 2 месяца и запустить его в работу? Да еще и при помощи какого-то микроменеджмента. Что ж, почему бы не проверить? Правда, он не уточнил важный момент, на каком расстоянии от таможни располагается этот колхоз. Поэтому я прикинул и решил его сделать на расстоянии 1 километра. Строительство колхоза завершилось за 42 дня на средней, 43 на малой и 45 на большой таможне. Техника закуплена и доставлена, посевная началась в срок. К 1 июня построена гравийная дорога. А в начале августа закончено строительство элеватора. За месяц до сбора урожая. Но вопрос тут не только в том, что это можно сделать без микроменеджмента на любой таможне. Причем тест проведен еще до обновления таможни. А в том, что товарищ Арчи утверждает, что только нубы начинают получать прибыль на 5-й год. Почему бы не просчитать, когда получит прибыль Арчи с этого колхоза? Стоимость строительства и техники для колхоза 120 тысяч. Урожай, который может выдать малый колхоз, примерно 3000 тонн. Я не проводил полноценных тестов сельского хозяйства, поэтому могу ошибаться. Кто знает более точные цифры, пишите в комментарии. Цена на зерно 16, итого 48 тысяч с урожая. То есть в счет себестоимости уйдет 2,5 урожая. А первую прибыль с колхоза товарищ Арчи получит только на 3-й год, в лучшем случае. Тогда согласно пропорции получается, что если 5 лет это нуб, то 3 года это 3/5 арчинуба. Что ж, на этом дополнение к первой части 3 главы подошло к концу. До встречи в следующей части этой главы. Я лично буду выбивать вам дурь из башки. Крейсер мне в бухту.